Фильм начинается со строительного подрядчика Hartman Construction, который разрабатывает апартаменты в Ист-Энде Лондона. Двое рабочих случайно обнаруживают то, что является могилой короля Карла II. После взлома гробницы, вместо того, чтобы найти много сокровищ, они неосознанно пробуждают два трупа-скелета, которые кусают их в шею, превращая их в зомби. Сцена переходит к Терри и его младшему брату Энди, которые только что купили фургон, который позже будет использован для ограбления банка. Похоже, что Терри жалуется на старый фургон и что не может завести машину. Однако Энди может легко завести его и заставляет брата молчать. После этого они снова идут работать разносчиками еды. Пока по пути они сталкиваются с ментальным Микки, который является поставщиком оружия для их грабежа. Микки раньше был ветераном войны, у которого теперь во лбу металлическая пластина. Он даже пытается удариться головой об машину, совершенно не чувствуя боли. В строительстве на объекте руководитель проекта разыскивает двух пропавших рабочих, желая предложить им новую работу. Он идет в подземный бункер. Тем временем в доме престарелых Боу Беллас Рэй, дедушка Энди и Терри выходят и ругает подростков возле учреждения. Оказывается, они клиенты Дэрила, который зарабатывает на жизнь продажей им таблеток. Вскоре после этого братья приезжают в дом престарелых, и их тоже ругает дедушка после того, как они доставили еду поздно. Рэй предлагает им найти другую работу, потому что доставщик питания пенсионерам – это не профессия на всю жизнь. Стало известно, что объект будет снесен вскоре подрядчиком, и Рэй заставляет инженера, который делает какие-то измерения, уйти из столовой. Пока все дедушки и бабушки едят в столовой, Хэмиш тайком подглядывает за сексуальной девушкой и даже дразнит медсестру. Энди и Терри, покидая дом престарелых, вспоминают момент, когда родители мальчиков прочитали им короткую лекцию, прежде чем зарядить пару дробовиков и выйти из дома, чтобы противостоять кому-то. Предположительно, их родители были убиты в перестрелке, и сейчас они живут со своим дедушкой. Несколько мгновений спустя в новостях сообщается, что несколько рабочих были загадочно ранены на стройке. Братья возвращаются в фургон и впоследствии подбирают других членов команды, которыми являются Дэйви, их двоюродная сестра Кэти, которая умеет взламывать замки, и Микки. Дэйви утверждает, что сейчас самое время ограбить банк, так как камеры отключены из-за обновлений безопасности. Прежде чем прийти, Терри напоминает Микки, чтобы он не стрелял во время ограбления, и Дэйви дает группе дурацкие усы в качестве маскировки. По прибытии их встречает менеджер банка, что приводит их в замешательство. Оказывается, между банком и Hartman Construction была договоренность, и они думают, что это представители компании. Потому что грабители не могут показать ей документ для получения денег, менеджер банка начинает их подозревать и тайно нажимает тревожную кнопку. Микки угрожает ей пистолетом и заставляет отвезти их в сейф. Ожидая найти всего несколько тысяч фунтов, они шокированы, когда видят 2,5 миллиона фунтов перед ними. Они забирают все деньги и пытаются покинуть банк. Однако они обнаруживают, что полиция окружила банк и приказывает им сдаться. Внезапно появляется Микки со своим дробовиком и начинает стрелять в сторону полиции, возвращаясь обратно в банк. Пока пенсионеры развлекаются, Хэмиш замечает, что зомби приближаются к дому престарелых, но он не понимает, что это зомби. Вскоре после этого зомби добрались до дома престарелых и начали нападать на медсестер, вызывая хаос внутри здания. Рэй берет бензопилу и начинает устранять возникающих зомби. Понимая, что зомби продолжают прибывать, старики убегают оттуда и запираются, пытаясь сбежать через заднюю дверь, но зомби окружили их. Выхода нет, и Рэй говорит, что все, что им нужно сделать, это подождать, пока их кто-то заберет. После того, как ограбление банка провалилось, они решают взять в заложники Клайва и Эму, чтобы сбежать. Тем не менее, полиция была уничтожена во время вспышки зомби, которая распространилась по всему городу. Тела можно увидеть повсюду на улице, а некоторые из них встают. Они садятся в фургон с украденными деньгами. Прежде чем уйти, Энди подбирает умирающую девушку. К сожалению, девушка превращается в зомби, и у Микки нет другого выбора, кроме как выстрелить в нее из дробовика. В конце концов, они прибывают к старой фабрике, где внезапно появляется дикий зомби. Микки неоднократно стреляет в медленного зомби, но он продолжает двигаться, поскольку он не попал в голову. Затем зомби кусает его за руку, что вынуждает Кэти взять дробовик и отстрелить зомби голову, хотя его челюсть все еще цела, цепляясь за руку Микки.
Несколько мгновений спустя приближается женщина-зомби, и Микки тут же сносит ей голову. Он пытается спасти младенца, но оказывается, что тот уже заражен, и ему приходится отшвырнуть его на рекламный щит, который, по иронии судьбы, рекламирует осведомленность жестокого обращения с детьми. Затем группа проникает на фабрику, пока Терри и Кэти ищут информацию из радио в фургоне. Они обнаруживают, что весь город заражен. Один из заложников угрожает грабителям, говоря, что он запомнил лица грабителей и сообщит о них в полицию. Микки заставляет его замолчать, ударив его головой по лицу. Терри затем появляется и предлагает пойти в дом престарелых и спасти стариков. Кэти говорит, что они совершили ограбление, чтобы помешать подрядчику снести их дедушкин дом престарелых. Микки начинает вести себя странно и крадет ключ от фургона у Терри, думая, что они собираются сбежать с украденными деньгами. Он уходит и забирает с собой заложников в другую комнату, где появляется дикий зомби и нападает на него. Микки удается убить зомби голыми руками, и затем он связывает заложников и садится. С другой стороны, Рэй видит, как Хэмиш дремлет на заднем дворе, где приближаются зомби. Старик не может услышать, что говорит Рэй, но в конце концов он осознает ситуацию и начинает бежать к ним, преследуемый медленными зомби. Теряя терпение, Рэй решает выйти и бьет нескольких зомби и спасает старика. На фабрике зомби бросается на Энди через ставни, но Терри выдергивает зомби от него и бьет его лопатой, в то время как Кэти отстреливает ему голову из пистолета. Когда заложники пытаются вырваться на свободу, Микки внезапно превращается в зомби и нападает на них. Группа пытается застрелить его, но затем понимает, что его голова сделана из металлической пластины. Терри в конце концов убивает его гранатой, которую он положил в рот. После этого Клейв берет дробовик и становится дерзким, говоря грабителям, что приведет их в полицию. Однако зомби сзади кусают его, и при этом он случайно стреляет в Дэйви. Зомби снаружи фабрики в конце концов ворвалась в здание. Они нокаутируют нескольких зомби, пока Энди бежит обратно на завод, чтобы забрать ключ от машины. Оставшиеся в живых в конечном итоге сбегают с фабрики. В дом престарелых вот-вот ворвутся зомби, и Рэй предлагает им сражаться с ними в одиночку, говоря, что никто не собирается их спасать. Они приезжают в дом, где живет больная сестра Эммы, чтобы спасти ее, но узнают, что она превратилась в зомби, но Эмма решает не убивать ее, надеясь, что они найдут лекарство когда-нибудь. Поняв, что у них не осталось патронов, они направляются в контейнерный двор, где Микки хранит все свое оружие. Вооружившись оружием, Терри понимает, что их нынешняя машина не подходит, поэтому Кэти подключает двухэтажный автобус, и они немедленно отправляйтесь в дом престарелых, чтобы спасти стариков. По прибытии группа бежит в сторону объекта, пока Эмма отвлекает зомби на автобусе. Кэти сбивает зомби, пока Энди стреляет в двух зомби с балкона. В конце концов они встречаются со стариками, но спасти их оттуда не могут, так как пенсионеры не могут подняться наверх. Пенсионеры вооружились оружием и решают сделать это по хардкору, убегая через входную дверь и уничтожая всех появившихся зомби. Короче говоря, они добираются до автобуса и сбегают из дома престарелых. Однако автобус внезапно ломается, и они вынуждены отказаться от него. Поняв, что они рядом с рекой, они решают сбежать на ближайшей лодке, пока их преследуют зомби. Когда они собираются отправиться в путь, они понимают, что лодка все еще прикована цепью. Рэй спрыгивает с лодки, чтобы снять цепь. Кажется, его одолела орда зомби, но ему все же удается выжить, и он стреляет во всех окружающих его зомби. Братья и Кэти помогают дедушке, и в конце концов они уходят, убив всех зомби. Когда лодка уплывает, Рэй начинает расстреливать толпу зомби на берегу реки.